я бы, наверное, поднакопила бы немного денег. Ну вот реально так, минимальное что-то, чтобы была возможность именно уехать. Я бы просто собрала бы вещи и поехала. Может, даже автостопом. Почему нет? Куда-нибудь. Просто откуда-нибудь. Я вот недавно встречала выпускника, 2 года назад я выпустила. Он очень доволен. Он работает электромонтером в рельсобалочном цехе, выпускаем мы квалификации 4 разряд. И сейчас он находится на обучении на 5 разряд. Купил себе машину, очень доволен. Закончил техникум уже заочно и будет поступать в филиал Харьковской академии. Этот мальчик изначально пришел, у него была цель. На практику на комбинат ходил, закончил с красным дипломом. У ребенка была изначальная цель. То есть влаживать в него, он уже был готов к этой профессии. А остальным, конечно, нужно было направлять их. Потому что профессия, это, я считаю, элитная. Капец, нож тупой. И теперь будешь держать. Давай. Если я тебе припаяю палец, типа, ну, без обид, я не хотела. Я учту. Знаешь, что это было не специально. Ну, больничный только ты будешь оплачивать. Зачем? Сейчас надо припой еще немножко поубирать. У меня получается 250 по будням и 300 по выходным за смену. А сколько раз в неделю работаешь? Я работаю, получается, вот в ночь, с ночи, выходной в ночь. Вот так вот. А кто еще как подрабатывает ваши? Я не знаю, никто. Нету ни у кого, что прям такой работы. На мамкиных шеях висят. Ну, я бы подрабатывала, если бы была возможность. Ничего, если меня повысят, будешь на моем месте. Повысят, буду картошку чистить, не знаю. Ну, уже не посуду мыть. Ну, да. Телефон не хочет разблокироваться. О, сейчас он играет. Да? Угу. Отлично. Класс. Да, мы называем, что это и творчество, и можно сказать, раскрытие профмастерства, потому что наши ребята выбрали себе профессию будущего квалифицированного рабочего. Это уже связано, как говорится, традиционно с нашим учебным заведением. Ну, вот это панно, которое вы видите, которое открывает наш музей, здесь как раз прославляется труд рабочего. Все, попался. Здравствуйте. Доброе утро! Ну я просто в кадр не влажу. Не отвлекайся, ты во сколько пришла, красавица? А можно чуть-чуть Я не присесть знаю, ко или? второму пришла. Ну, чуть к концу первого вот так вот. А вообще-то, Прин, надо было идти на повара. Хорошо, профессию. Какой повар? Виктория, зачем оно мне надо? Если я сейчас... А кем? Если я сейчас работаю, и я дальше, мне уже предлагают либо официантом, либо поваром пойти.
Вот так. Там же у меня на работе. Короче. Зачем мне отучиваться 3 года, протирать тут штаны, извиняюсь, на повара учиться, чтобы потом спокойно, если я могу сделать это без образования, пусть у меня будет... Документы когда дать? Сегодня или завтра? Ой, да с удовольствием, я собралась уже заберу. Я думала, тебе предложили пост директора, там, я не знаю, она там, мне поваром предлагает или официантом. А так почему повар там нормально вполне? Хорошо. Все, Юра сегодня в армию уезжает. На без 15 час у него поезд, он вчера мне писал. Ты не поедешь провожать? Я хотела, он сказал, не надо. А, на без 10. Да, на без 10 час. Опять. Она странная. Катя, если упаду, держи. Если зайдет Раиса Флоровна, увидит это, она меня исключит из жизни. Ну все, я, короче, с Юрой в армию. Давай подкаты сделаем, стой. Я на заводе на штанах тоже подкаты делаю. Это по правилам техники безопасности запрещено. Тут выпало. Шо, Катя, прощаемся. Ты меня дождешься? Я так думала. Просто сфоткай, смотрящая вдаль. Дай мои розовые очки. Да, быстрее, у меня 1%. А? У меня 1%, так что быстро. Вот, кто-то говорит, что вот это вот минусы, то, что так машинку собирать долго, не знаю, мне это наоборот нравится, это часть процесса, это часть создания чего-то. Это то же самое, что вот, например, в тех же коллажах вырезать сидеть все сначала. А веришь ли ты в такую стереотипную штуку? Ну, типа, следите за смыслом своих татуировок. Вы что набьете, то потом будет влиять на вашу судьбу. Нет, вообще. Я тоже с этого угораю. Сейчас опять наклоняю, она начинает выделываться. Может, из резинки из-за этой все-таки поправить вещи. Просто забыла штучку, которая вот сюда надевается, чтобы игла не ходила.
уже 8 вроде. Ты серьезное лицо? Сделай серьезное лицо. Будем сидеть и смотреть. Да? 1 мая это какой праздник? День солидарности трудящихся. Солидарность — это когда все выступают за какой-нибудь вместе солидарно, за какие-нибудь права. Права всем работать? Да, право работать, право зарабатывать, всякие разные права. Тогда почему мы не шагаем маршем и не держим плакаты и не кричим, что дал маленькую зарплату и вперед большую? Потому что сейчас считается, что это неправильный тезис и лозунг, что каждый сам в состоянии себе заработать недостойную жизнь. Агири гнев Божий. Где-то соответственно. А, так вот про какую Агилию сын Божий. А, гнев Вот видишь, Божий. с ними еще женщины идут, причем при полном параде, в этих платьях с кринолином. Зачем? Не знаю. Зачем они с собой взяли? Тем более в платьях. Ну, это разобранные повозки, видишь, они их частями несут. Зачем? А, ну да, понятно. Ну, чтобы потом выйти куда-то, где их можно собрать, а это еда, видишь? Улицы, бедные козики, ну почему? И это тоже еда. Свиньи. Они идут своим ходом, чтобы не нести.
О, вот у нас есть... Это священник. Да, это у нас есть диалогия идет. Почему они орут? Кто? Те, кто сверху, они орут почему-то. Зачем? Мешает им идти. Не слышишь, что ли, музыка какая-то сверху? Орут там. Это я нарисовала человечков, которые могут творить мир. Один рисует, поет, а другой удивляется, потому что этот человечек, который поет, его не слушает, а он говорит, что надо сделать мир таким вот всякими, короче, что-то политичное или что-то, короче, я не знаю, что там он говорит. Как там на Западе? Когда-нибудь картошку копал? Конечно. А жука собирал? Этого колорадского? Колорадского, личинок давить на листочках. Листочек поднимаешь и давишь личинок. Ну ты часто это делал? Нет. Это было... Я же городской житель. Это было эпизодически. Это было рутиной твоей жизни, да? Ну, конечно, это очень скучно. Потому что это совершенно две разные жизни. Жизнь киевского интеллигента. И для него это, опять же, все представлено в вопросах свободы, в вопросах реализации, еще там чего угодно. То, как представлено происходящее в голове у рабочего, это совершенно другое. Очень часто там он даже и слов таких не знает. То есть, получается, ты считаешь, что свободный труд возможен только у элитарного человека, в общем-то, который он не ради материального чего-то это ее делает, а ради некоторых вообще идеалов. Это не на потоке, да. Потому что поточный труд на конвейере, это все равно, как бы это ни пытались рассказать в советское время, что значит, все профессии хороши и все хорошо, это все равно он остается наемным трудом. А в этом его суть, что ты частичен. Ладно, хорошо, мы договорились, что в принципе я тебя понял, что возможно творчество только в определенных профессиях, да. Но получается, что, например, у тебя таких работ не было, да? Ну да, я наверное, просто ленивый дурак. Как бы я не буду сейчас предъявлять претензии обществу за то, что я не стал каким-то великим деятелем. Могу просто говорить о том, что существует огромная доля вот этого самого наемного труда или какого-то низкоквалифицированного труда, который вообще в принципе не может поднять вопрос о свободе, и у людей даже и мыслей таких нет. Свобода для них это просто бегство от тяжести этого труда, и оно никак не может быть выражено в какой-то сложной форме. Там. Просто очень часто тоже еще сталкивался с такими коллективами, там я работал еще на заводе, такой есть Венц, вот, где все понимают, что их обманывают, что их эксплуатируют, еще какие-то вещи. И все это на уровне досужих разговоров курилки, и когда я им говорил, ребята, ну давайте тогда какую-то забастовку сделаем, то есть надо что-то с этим делать, то есть все предпочитают либо кочевой образ жизни, то есть уйти на другую работу, где-то там будет лучшая работа, в общем, здесь бороться смысла нет. Обязательно ли такой еще аргумент, что да, тут выйдет 10 человек, а остальные не выйдут на работу, а остальные выйдут, в общем.
И так называемое начальство, они это очень хорошо чувствуют за собой силу, что, допустим, коллектив грызется между собой, что там он... Ну, по сути дела, ты рассказываешь о модели нынешнего государства. Оно просто в более таком масштабе. В принципе, да, коллектив и работа это такая Это модель государства. Это модель управления определенная, которая применима. Только в рамках государства есть большая возможность использовать противоречия самые разные, придавая им какой-то там национальный, этнический, но самое главное не классовый. Классовый вот не хотят придавать. Просто противоречию придается превращенный смысл. Мы в некотором смысле тоже больны Да, мы, конечно, этой больны. болячкой. Конечно, больны. Если бы лично человек принимал бы такой выбор, делал выбор и принимал бы такое решение, не уходить не в поисках лучшей жизни, лучшей Бороться работы, до конца, что ли? а бороться до конца, то, возможно, бы ситуация бы изменилась, в общем-то. А мы, получается, все время как бы бежим за где-то там образ свободы, да какой смысл, извиняюсь за выражение, там с мудаками бороться, да, и так далее. Какой смысл с ними бороться? Они все равно ничего не поймут. Вот так мы рассуждаем, да. Просто к чему, понимаешь, дело в том, что во всей нашей интеллектуальности есть некоторый снобизм. У нас нет никакой интеллектуальности, понимаешь? У нас есть, как там говорили, мы же с тобой маргиналы, в конечном счете, которые имеют достаточно частичные знания из самых разных областей. Ну, массовые люди, да. Единственное, что у нас, наверное, есть хорошего, это что мы знакомы с механизмом эксплуатации. И поэтому мы можем какие-то вещи отсекать. Очень многие этого не могут. Просто они начинают жить в превращенных формах. Вообще, так как я больше по жизни наблюдатель, то я в основном ни за что не борюсь. Есть, конечно, вещи, которые очень сильно там ранят меня и травмируют там мою душу, но всегда, когда пытаешься все-таки участвовать в чем-то, что-то отстаивать, может оказаться, что ты на самом деле все равно не прав, хотя ты вроде бы хотел хорошее против плохого, а потом оказывается, что все-таки естественное положение вещей, там каких-то что-то, и какая разница, все равно мы все умрем, и все умрет, и все умирает, и все это никому не нужно, и вообще, ну, то есть, не борец я. Я любитель удовольствия просто какого-то. О, воняет, как классно, надо обоссать.
Челси. Челси? Ты Челси или не Челси? Девочка моя. Надо идти. Могу тебе еще. Там трясутся так, что... Мне уже так интересно прийти, когда листья будут сюда. Наверное, будет повеселее чуть-чуть. Это я Саше сшила. Говорю, с кого сшить? Дай мне задачу. Он говорит, сшей рептилоида. И потом я показала психологу, психолог сказал, о, это сейчас так все в тренде, надо это делать, будете продавать. И я подумала, буду делать игрушки, продавать и буду счастлива. Реализуюсь, и будет мне, и давай. Но ничего не вышло, особо ничего продавать. Кольцо. Лежала в кулечке. Иду, смотрю, кулечек лежит. Буцнула ногой, он тяжеленький. Подняла, и вообще люблю поднимать, что-то находить. А как оно там вообще оказалось, как ты думаешь, кольцо? Кольцо человек нес в ломбард, хотел водки попить и потерял. Он из соленого теста, и он уже начал разлагаться. Это младенец из фильма «Голова ластик». Вот так мы все время на него смотрели, вот в этом ракурсе. А как он сверху выглядит, мы же даже почти никогда не видели. Иногда, но и так он не похож. Челсенька, ну собачка, ну маленькая собаченька. Кто ты спать легла? Челсенька. Челсенька. У меня слово «учиться» вызывает паническую атаку. Сейчас начнется, я чувствую. Спишь такой, спишь тут так. Учиться! Да, а думаешь, не поэтому снятся сны, что я пришла в университет голая, например. Это именно все поэтому. Это 9-й? Да. Ой, спасибо. А билетик ваш показывали, да? Да. Я не показывала. Кому его показывать? Чем вы прошли? Да, я стою, смотрю, кому показывать. У меня намного меньше, наверное. 39-й. 39-й. Сутки ехать возле туалета. А теперь я тут буду вообще как, ну представьте, все буду ходить в туалет, и я тут снизу. Ужас.
Это кровать моей соседки. Но она очень редко бывает со мной. Я все время сплю одна. Это очень непривычно, потому что я дома привыкла спать с собачкой, с котами и с Сашком. Окно все время светит на меня. Очень тяжело. Утром рано просыпаюсь из-за этого. Тут я сижу за компьютером. Тут есть телевизор, но я его никогда не смотрю. Вот план побега для тараканов. Тараканы им часто пользуются. Оставляют тут свои автографы. Вот. Для будущих поколений. Это мое окно. Идет котик с поломанным хвостиком. Он всех боится. Тут много котиков, очень милых. Из общежития мы можем перейти по переходу на учебу сразу в учебный центр. Такая красота. Такие странные штуки вообще. Типа акупунктура, наверное, но я очень люблю все это странно. Там предсказывают будущее. Заранее такие. Очень странная штука на самом деле. Там такой сюжет острый, там такие битвы космические. А как вы с Мартой пересеклись? Когда-то давно еще в интернете мы с ним начали общаться. Я даже не помню, где именно. Ну, ВКонтакте, но по какой теме, не помню. Когда-то давно начали общаться, так и продолжаем до сих пор. Уже лет. Там еще наверху кто-то живет, а внизу, видимо, уже вообще никто не живет. Напрасно. Очень интересно. Ух ты, какое большое окно. Ух ты. И Ого. Да. Зимой нет беременных самок. Кусаются только беременные еще у меня однажды квартиру атаковала плесень. Она начала расти везде. А во Львове у всех растет. Она у меня из ботинок начала даже расти. Ой-ой-ой. А я вчера, кстати, в ванной разлил в это средство от плесени. Там все воняет у меня хлоркой и чем-то еще в ванной. И я не знаю, а если на средстве из плесени вырастет плесень? Типа А такого. у тебя нет микроскопа? Нет, я боюсь, что она во мне начнет расти. Ну, не начнет, по идее, не должна, если у меня там диабета нет и все такое. Ну, смущает она немножко. Ты погугли хотя бы. Я погуглил, они сказали, что если у тебя диабета там нету или СПИДа, то она в тебе не начнет То есть расти. она может у нас расти? Да, и причем такая страшная херня с тобой происходит. Типа у тебя в организме будут, как написано, гигантские клетки, внутри которых ее грибницы будут, и она начнет зарастать тебе сначала глаза, и ты ослепнешь, а потом она дойдет тебе до мозга через глаза. И тогда все, кирдык. Вот так в гугле было написано. А сначала где появляется? В глазах. Я хочу показать тебе свои приобретения. Какие? Футболки. Ну покажи.
Просто я стесняюсь на детских площадках находиться, потому что нас часто прогоняли с них. Вот эта футболка с этой закусочной из фильма «Во все тяжкие», Ага. которой владел наркобарон под прикрытием Он этой с Пола закусочной, Загермана. он распространял, да, свои эти все наркотики. Культовая вещь. И потом сделали, правда, такую закусочную, даже сеть таких закусочных, потому что фильм очень знаменитый. О, с матюками. Это на спине. Не, ну классная тема. Спереди. Классная очень тема на самом деле. Вот. И еще какие-то невыясненные товарищи, я пока что еще не выясняла. Мне нравится. Катарак. Что-то тюрихское сзади. А, что-то металл, да. Тюрих. Катарак. Металл. Прикольно. Вот. Мусорки вообще не видно, что Надо, такое. чтобы было видно. Видно, мусор. да, О, вот. вот так, все, давай. Ну а дальше это я нарисовала двух Людей, которые что-то делают, да, Ну с да. помощью инструментов. Мгм. А что они делают? Ящик сколачивают или что? Нет, они что-то странное делают, уже не помню что. В общем, они занимаются деланием. Такие Да. люди. А в делании им помогает дрель, гвозди, молоток. А, еще они слушают при этом музыку. Тут есть таракан, который кричит «help». Да, он маленький, и можно не заметить.